Так, буду начинать новую торговую сессию, последнюю на сегодня. Сегодня у нас 8.06.25, точнее уже начался новый день, 9. Но я еще одну торговую сессию хочу сделать. Так, открыл терминал и сейчас начну просматривать монетки, которые сейчас ходят. Так. Прямо в моменте особо ничего не летит, но вот вижу LA. Давайте ее первую откроем, пусть будет. Так. Эта монетка у нас было глобальное какое-то сильное падение, и сейчас начался отскок. Смотрим. Пока остановилась на хаях. Прямо сейчас я не вижу возможности зайти куда-то, поэтому посмотрим еще. Смотрим. Можно и вот это, я думаю, открыть. Мовр. Мовр. Кстати, здесь похожая ситуация. Также, на часовике сильное нисходящее движение и просто отскок случился. Кстати, это повторный отскок, как мы видим. Пусть пока побудет. На скринере. Опа, тут какой-то сильный распил был на аниме. Давайте быстро его добавлю. Ой, так, аниме. Так, действительно, да, кстати, вот что-то очень сильное было. Движение 20% в две стороны просто. Ну, после такого тут можно только заново смотреть и анализировать. Вот примерно, кстати, вот от нижней вот этой границы я искал бы точки входа в лонг. Так как было сильное движение, точнее был распил, и после этого обычно неопределенность. Люди смотрят на график, не знают, куда он будет идти. И если вот какой-то был импульс вверх, его сразу вкатали, вот это я считаю, все вот это нисходящее движение, много заходили в шорт. Также если сейчас вкатает еще один такой небольшой импульс, его тоже вкатают, то будет как будто очевидно, что у покупателей нету силы и можно заходить и искать точки входа в шорт. Именно поэтому я считаю, что большинство трейдеров будут примерно вот здесь искать точку входа в шорт. И я буду искать точку входа в лонг и на какой-то перехай ставить свой take profit. Вот такая у меня логика. Тут монета летит. Без остановок. Ой. Просто полетел, никаких круглых чисел я прям не вижу, об которые цена могла притормозить. Посмотрим, как будет действовать дальше. Так,
LA. Solana еще прикольно поджимается. Возможно, ее тоже можно шортануть. Я редко захожу в такие крупные монеты. Но вот Solana мне нравится. Блин. Хотел я здесь... Не, кстати, сохраняется логика. Примерно 40. То есть двойной объем это 50. Чуть больше, чем на двойной объем нужно зайти. Так что, если я поставлю... У меня тык стоп-лосс. Вот тут. Мне понравилось то, что в общем тренд выглядит лонгово на Solana. График в принципе идет наверх. Началось сильное какое-то движение, такое создается впечатление, что дальше мы будем пробиваться и лететь вверх. Именно поэтому я захожу в шорт. Если... Но мне кажется, у меня сейчас стоп еще очень далеко. В идеале, если снова подойдет примерно к этому диапазону, я попытался добавиться и чуть ниже тем самым опустить стоп-лосс. Тут у нас пока не вкатало. Тут стоим на месте. Здесь был небольшой откатик, но пока я не вижу возможности зайти. Еще какой-то VVV есть. Давайте добавлю его вот сюда. VVV. Так. Просто застыл на хаях. Было накопление, его пробило и сейчас остановились. Понятно. А по Solana, похоже, я ошибся, но не факт. Сейчас посмотрим, как дальше себя цена будет вести. Просто мне не нравится, что ситуация в общем. Все, ну как сейчас по-другому сформулирую. Мне нравится ситуация в целом, чтобы здесь шортить, но то, что цена именно идет быстро импульсами какими-то, тем самым не дая лонгистам зайти в лонг, это меня отталкивает. Но, к сожалению, я уже в позиции, тем более в таком... Не, хотя место, в общем, довольно неплохое. Но в целом, как идет сейчас цена, мне не особо нравится. Так, вот здесь, кстати, начали вкатывать. Давай примерно вот здесь я бы заходил бы в лонг. Тут все падение выкупили. Но это мне особо ничего не дает. Так, так. Тут похожая ситуация по Грасу. Походу какой-то был глобально по альткоинам нисходящий коридор по многим. И его начало пробивать.
ПП еще подходит к уровню. Кстати, уже походу прямо сейчас пробивает, но на ПП я торговать не буду. В принципе, это что? Это Солана? Солана меня выбила. Ладно, по Солане у нас стоп-лосс. Она очень сильно ускорилась. Вот это, кстати, я не обратил внимания, что вот здесь, точнее, я увидел это, но мне показалось, что это просто будет как дополнительный стимул лонговать и дальше дадут возможность зайти лонгистам. Но нет, цена полетела еще таким же импульсом дальше вверх. Скорее всего, нужно было просто подождать, будет ли здесь на какое-то накопление или плавный спуск, либо плавный подъем цены. Короче, в любом случае нужно было дождаться замедления чуть на большее время. Все, уже хотел, думал, возможно, здесь нужно перезайти, сохранялась ли логика, но вспомнил, если я ловлю один стоп-лосс на монете, то я на ней больше не торгую. Это торговые сессии. Вот пока мне больше всего нравится вот это аниме в лонг. Но я хочу, чтобы мне дали чуть получше точку входа. Надеюсь, мне дадут такую возможность. Посмотрим. Так, давайте, пока я не вижу в моменте, куда можно зайти, посмотрим, какие монеты еще у нас есть. Как они двигаются. Это монетка ума просто на хаях остановилась. Тут бы, возможно, лонговать, но не факт. Возможно, и шорт. По процентам она не особо прям волатильная. Ладно, тут торговать пока не буду. Так, это сразу нет. Тут не стоп, тут был распил, было какое-то накопление, выбило в одну сторону, полетели в другую. Был хоть 1%? Да, ровно процент. Отлично. Интересно. Продолжает лететь. Процент, даже 1,5.
Посмотрим, как дальше цена будет себя вести. Тут-то мы упали, а тут-то я жду падения, но оно не происходит. Я бы здесь, конечно, возможно, еще процентик пословить движение. Но я поздно, наверное, про это подумал. Да, увидел, что цена задержалась, но, к сожалению, возможно, это ошибка, но решил попытаться зайти здесь, словить быструю сделочку 102.2 монетки. Так, take profit у нас примерно вот здесь. Да, тут, походу, это вообще какая-то не техническая сделка, сам в голове придумал, почему и как может пойти, зашел, но это было вообще не по стратегии. Так, у меня баланс там хоть не превысил лимит на день. Есть еще $2 зазор есть. Это прикол. Меня забрало и сейчас к профиту может полететь. Так, эту монету я также не торгую, к сожалению, потому что здесь я словил, закрыл ее, чтобы не мешало 2 минуса за эту торговую сессию. Неприятно. Докс и айот. Айот какое-то резкое движение. И докс. Давайте откроем эти две монетки. Тут просто палка в небо. Сколько? 2%. Пытаться зайти ли здесь на антифому, скажем так. Или нет. Я понаблюдал бы за ним. Тут докс у нас просто цена. Ну, кстати, небольшое движение, всего 3%. И цена начала тормозить. Фух. Так, посмотрим. Интересно, интересно в процентах сколько? 2,5%. Как перед этим цена вела.
Импульс вкатала, импульс вкатала. Так что, возможно, повторный сценарий. Сейчас посмотрим, если будет какой-то плавный рост, начнет начнет заманивать в лонг, то тогда я буду шортить. Посмотрим. Вот здесь мне нравится шорт. Вот здесь. Можно только показать мне какую-то одноминутную хотя бы зеленую свечу. Просто чтобы дать людям надежду, что падение закончилось и будет дальше рост. Я бы на нем зашел. Тут она не особо прям волатильная, поэтому я бы заходил бы, наверное, на двойной объем с в 2 раза меньшим стоп-лоссом по процентам. Тут-то пока, к сожалению, нет интересного. Вот здесь вкатайся ты, пожалуйста, я зайду в лонг. Тут минутка заканчивается сейчас. Открылись очень плохо снизу. Вот здесь, кстати, люди планговали. Мне кажется, вот тут была какая-то остановка, можно примерно от этого уровня был импульс вверх. Так что вот здесь люди начали заходить в лонг. Покажите только разворот цены. Тем самым я зайду в шорт. Так, тут-то мне не дает. Эх. Хм. Без меня. Но главное, чтобы здесь зеленая свеча была не одна большая, а какие-то мелкие. Так, на 5-минутке что у нас здесь? В принципе. Она продолжает падать. Декса упал еще. Декс еще упала. Давайте вместо вот этой какой-то монетки Декса открою. Кстати, довольно симпатично смотрится. Вот было перед этим. Кстати, вот если открыть, было падение, остановка. Это прям на часовике, это большая остановка была, да, вот большая остановка, падение. Тут примерно такой же, только уже на минутке. Падение, остановка, сколько-то. В идеале дать какой-то небольшой импульс и вкатать его. И можно заходить в лонг. О, вот здесь. А ну-ка дай подтверждение еще одно. Только давай без красных свечей, еще несколько вот зеленых. И я смогу зайти по своей стратегии в шорт.
Отлично. Можно даже одну импульсную свечу. «40 секунд». Точнее, сейчас 47 секунда. Минутка закроется через 10 секунд. Давайте посмотрим. Хотя, был бы я лонгистом, я бы сейчас, наверное, зашел и не парился. Поэтому так мы и сделаем. Стоп, 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 счета. А почему я не могу? Больше пята, так докс, стоп. Так я ж могу заходить. В смысле, а как мне дало зайти на одну позицию, но не на всю? Странно. Так, давайте откроем чуть побольше. Вот так. Все. Отлично. Так, давайте. И у меня. Мне не видно, сколько у меня позиция. 3 миллиона 165 727. 3 700. Блин, я запутался. 103 165 727. 360. Так, и примерно сколько это пунктов? Кстати, вот. То есть 1, 2, 3, 4, 5 примерно пунктов. Это примерно полпроцентика хотя бы. Вот сюда, на 14. Но я бы закрылся даже раньше, я бы не наглял. Давайте на 15. Но очень маленькие шаг цены. Такое мне не нравится. Или на 16. Закрыться 16 это лов, лов, лов. Вот это был 18. Хм. Блин, не нравится мне вот эта монетка, как она ходит, когда маленький такой шаг цены. Каждый просто тик. Это в процентах и нормальные движения. Ну, по 16, в принципе, нормально. Я отбиваю прошлую минусовую сделку здесь. И, кстати, 16 это... Ладно, не буду сейчас играть, сколько. Посмотрим потом по статистике, сколько это здесь было. Прибыли. Тут у нас полетело без нас. Тут бы я уже и профит бы взял. Процент был. К сожалению. И вот снова же я на одном из прошлых... на одной из прошлых торговых сессий говорил, что если я жду точку входа, ну, точнее, вот есть какое-то накопление, я понимаю, что здесь будет типа собирать стопы
это движение в лонг, то, возможно, лучше зайти вместе с толпой, точнее, вместе с большинством трейдеров, примерно по той же цене. Возможно, они не будут делать еще какие-то рисунки, чтобы еще больше загнать, если уже и так нормальное количество, нормально времени постояло на одном месте. У меня, кстати, закрыл вот эту сделку. Вот было, кстати, вот импульсное движение. А можно мне, пожалуйста, статистику открыть? Там же хоть было больше, чем $1.20. Это у меня стоп в идеале. Так, вот докс. Ого, закрыл аж. Я что-то туплю. Вроде 5 позиций, 5 было. Просто когда вот здесь сюда дальше проворачиваю, не видно так. 20,60 плюс еще 80 это $1.40. Да, 80, ну да, $1.40. И еще 40, примерно $1.80. Да, даже чуть больше взял, чем стандартный профит. Ну и все, в принципе, вот здесь закончились. Что-то новое искать. Уже и время поздновато, наверное, на этом буду заканчивать. Так что, так, сегодня, по идее, день закрыл небольшой минус. Да, начал я с 22, сейчас 20,61. То есть минус $1,5. Ну, небольшая, там какие-то $0,5 придет комиссия завтра. Так что примерно вот так.